Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. В этой публикации хочу поделиться способом, как просто загустить сливки и приготовить стабильный сливочный крем. Как известно, натуральные сливки — это очень капризный продукт, который не имеет нужной плотности и стабильности для нанесения финишного покрытия на торт и приготовления кремовых композиций из насадки. Но мы сегодня это исправим и приготовим максимально плотный крем из животных сливок, который можно закрывать торты и формировать декор без опасения, что крем растает. А данный метод был разработан мною путем проведения дополнительных кондитерских экспериментов на кухне с целью получения стабильного сливочного крема без использования покупного загустителя. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. В сотейник со сливками добавляю сахар. Помешиваю лопаткой на среднем огне, чтобы сахар полностью растворился в сливках. В горячие сливки добавляю какао-масло. Вымешиваю лопаткой, чтобы какао-масло полностью растаяло. Горячую сливочно-шоколадную смесь перелил в удобную емкость. Как видно, какао-масло поднялось наверх благодаря своей жирности. Пробиваю обе смеси блендером до получения однородной сливочно-шоколадной консистенции. Убираю смесь в холодильник минимум на 10 часов до полного охлаждения. После холодильника взбиваю шоколадные сливки миксером. На этом этапе в сливки можно добавить ванильный экстракт, коньяк или иной аромат по вашему вкусу. Невымешанный крем снимаю со стен чашу лопаткой. Продолжаю взбивать миксером до получения стабильного и устойчивого крема. Друзья, если понравился рецепт густых сливок, буду благодарен, если поставите лайк на это видео. Обратите внимание, какой густой сливочный крем в итоге получился. А такого способа густых сливок больше нигде нет в интернете. Воспользуйтесь моим способом загущения сливок, и вы получите стабильный сливочный крем со вкусом белого шоколада. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.